Всем добрый день! Это видео про полуавтоматическую сварку алюминия, про технологию, про мифы, которые есть в этой теме, их очень много. Также про оборудование. В конце этого видео я расскажу, какое я рекомендую оборудование использовать для полуавтоматической сварки алюминия. Давайте приступим. Первое, что хочу сказать, то что алюминий очень интересный металл. Температура плавления у него 660 градусов Цельсия, но у него есть оксидная пленка. А оксидная пленка, температура плавления ее 2050 градусов. В некоторых источниках написано 2060 градусов, либо 2038. Ну, это не суть, это не так важно. Плюс-минус 10-15 градусов. Погрешность, ладно, оставим. Также у алюминия есть не только оксидная пленка, которая приносит очень много неудобств при сварке алюминия, из которой приходится бороться и ее разрушать различными методами, про которые я чуть позже расскажу. Также у алюминия есть, если это алюминий-магний, оксидная пленка магния, которая также приносит много проблем при сварке. Какой сваривают в основном алюминий? Это алюминий-кремний, алюминий-магний, чистый алюминий. Я сейчас говорю про полуавтоматическую сварку, естественно. Что еще хочу сказать? То, что первое, сваривают алюминий на постоянном токе обратной полярности. Ток постоянный, это мы понимаем, есть переменные, есть постоянные. Аргонно-дуговая сварка — это переменный ток про сварку алюминия, а на постоянном токе у нас полуавтоматическая сварка. Теперь про обратную полярность. Это когда у нас плюс идет на электроде, на проволоке, грубо говоря, на горелке, а минус на изделии. Вообще в полуавтомате всего я в своей жизни там 2 раза видел, как меняют полярность. Это при сварке порошковой проволокой, самозащитной, не газозащитной, а самозащитной, и там в другом случае. Так, вернемся к полуавтоматической сварке алюминия. Какой используют газ? Газ используют в основном, это 99%, это аргон. Также иногда используют гелий, смесь гелия и аргона в различной процентовке. Я сказал про пленку, про оксидную, и надо ей чуть побольше уделить внимание. Дело в том, чтобы эту оксидную пленку убрать, есть 3 способа. Первый — это химический способ, второй — это механический способ. Механический я сейчас имею в виду, это перед сваркой нужно зачистить щеткой. Только щетка должна быть у нас специальная, из нержавеющей стали, не стальная, это важный момент. А третий способ — это эффект катодного распыления. Это в процессе сварки мы разбиваем алюминиевую алюминий-2О3, эту оксидную пленку, с помощью этого процесса. Это когда у нас, как я сказал, мы свариваем на обратной полярности, у нас минус, представим, что стол — это изделие, а вот тут блокнот — это оксидная пленка. И у нас минус на изделие, а плюс на горелке. И из курса физики школьной мы знаем то, что электроны движутся от минуса к плюсу. И электроны разбивают именно оксидную пленку. Тут у нас плюс, тут у нас стол, эта деталь, это минус, это у нас оксидная пленка. И они разбивают ее отсюда. И так у нас происходит разбитие оксидной пленки алюминий-2О3 в процессе сварки. Теперь, что хочу сказать про какие же еще сопутствующие факторы нужны для полуавтоматической сварки, чтобы у нас сварка вообще состоялась. Это наконечники. Наконечники должны быть специальной маркировкой АЛ, либо просто А. То есть это наконечники чуть большего диаметра, нестандартные. Так как алюминий имеет большой коэффициент расширения, кстати, алюминий еще имеет большую теплопроводность, и сварочная проволока из алюминия, она расширяется в процессе сварки, поэтому нужен наконечник чуть больше. Дальше мы идем по горелке. Естественно, нужен тефлоновый канал, чтобы уменьшить силу трения, чтобы сварочная проволока поступала в сварочную ванну, как сказать, непрерывно и довольно-таки стабильно. Теперь по поводу горелки. Длина горелки рекомендуемая — это 3 метра. На самом деле можно и 4, и 5 метров, но лучше использовать 3-метровую, чтобы сократить трение. Потому что, опять же, сварочная проволока алюминиевая, она специфическая, и ее очень тяжело прогнать по тефлоновому каналу. Лучше использовать 3-метровую горелку. Также часто бывает то, что вот где горелка у нас находится, в евроразъем, когда вставляется в аппарат, там у нас есть латунная такая вставка. Ее лучше вытащить, эту латунную вставку, и тефлоновый канал, чтобы у нас подходил прямо к самим роликам. То есть мы, когда вставляем тефлоновый канал в горелку, мы не обрезаем сразу же, где евроразъем, а оставляем определенное место, чтобы тефлон именно подходил к самим роликам. Опять же, это все сделано для того, чтобы
снизить коэффициент трения, чтобы алюминиевая проволока поступала в сварочную ванну непрерывно, ну, чтобы проблем у нас с этим не было. Дальше по роликам. Ролики в сварочном полуавтомате должны быть с U-образной канавкой, специально для сварки алюминия. Теперь по роликовому механизму. Мы знаем, что на полуавтомате есть 4-роликовый механизм подачи проволоки. Это хорошо, когда он есть. А если это полуавтомат на 200 ампер, либо там на 180, либо на 220, на 250 ампер, там часто бывает 2-роликовый механизм подачи проволоки. Ну так вот, сразу же первый миф, то что 2-роликовый механизм подачи проволоки, опять же, подходит для сварки алюминия. Метровые швы мы можем спокойно сварить, либо в синергетике, либо в линейном режиме, либо уже в импульсном режиме. Чуть попозже я об этом скажу. Так, с наконечниками разобрались, с тефлоновым каналом разобрались, с роликами разобрались. Да, в принципе, и все. Самая стандартная проволока, которую мы используем для сварки алюминия, это ER4043, это проволока с кремнием. Она более мягкая. И когда мы свариваем этой проволокой, у нас получается шов более такой светлый, блестящий. А проволока ER5356, она с магнием. И она более твердая сама по себе проволока. И когда мы свариваем, у нас остается такой черный нагар, черная копоть. И важно вообще при сварке алюминия, любой проволокой, кремния либо магния, сваривать именно углом вперед. Вообще все сварщики, профессионалы, сваривают углом вперед. На самом деле так чуть сложнее сваривать, потому что мы плохо видим сварочную ванну. Углом вперед это когда мы свариваем, так я вот просто сейчас не знаю, тут будет зеркальное отражение, я, наверное, картинку подвешиваю, как правильно сварить. Углом вперед, когда мы сварим, вот, допустим, у нас сварочный шов, мы как бы шов тянем за собой. У нас так гораздо лучше защита сварочной ванны. Как я уже сказал, опять, вот, допустим, черную сталь можно углом назад сваривать. Так и красивее он выходит, и удобнее, лучше видно. Но смотря, опять же, какие требования. Но для сварки нержавейки, для сварки алюминия обязательно нужно сваривать углом вперед. Так сваривают, опять же, профессионалы. Что еще сказать? Так, нужен ли импульсный режим для сварки алюминия? Конечно, желательно, чтобы он был. Потому что при импульсном режиме, во-первых, у нас пониженное тепловыложение, у нас минимальное разбрызгивание, у нас перенос металла, одна капля, один пульс. И швы гораздо у нас декоративнее, гораздо лучше, гораздо красивее получаются сами по себе. И производительность в импульсе больше. Но если на сварочном аппарате нет импульсного режима, то можно сваривать и в синергетике. Если нет синергетики, то можно сваривать и в простом режиме. Опять же, у нас есть такие настройки, как скорость подачи проволоки, напряжение, индуктивность, длина дуги. С помощью, играя этими настройками, мы можем сделать как синергетику. Синергетика это что такое? Это рекомендованные параметры режимы сварки, которые заданы уже заранее. Конечно, удобно, когда есть синергетика. Мы подошли к аппарату, нажали одну кнопочку, программка там 23 или 26, и сразу же начали процесс сварки. Но если, опять же, синергетики нету, то с помощью этих параметров, которые я перечислил, мы также можем спокойно сваривать алюминий. И на 2-роликовом механизме подачи проволоки, и простым инвертором, ну, простым полуавтоматом там, на 200 ампер. И в интернете очень много видео, я сам это сваривал. И опять же, тут, естественно, хорошо, когда есть хорошее оборудование, европейское оборудование, либо там китайское оборудование с импульсными режимами. Это большой-большой плюс. Но когда его нету, когда охота и рыбку съесть, и алюминий сварить, тогда можно воспользоваться и простым 200-амперным полуавтоматом 2-роликовый использовать. Дальше, по оборудованию. Я сейчас приложу в самом конце этого видео файлик. Это однофазные полуавтоматы на 200-250 ампер, у которых есть импульсный режим, либо двойной импульс. Там есть китайские аппараты, есть также и европейские аппараты. Всего там примерно 15 моделей я указал. Эти модели я вообще посмотрел на сайте Тиберис и на сайте сварочной технологии. Просто зашел на каждый этот сайт, поставил галочку однофазные аппараты с импульсным режимом. Он мне их выдал. Естественно, цены там совершенно все разные. Там от 60 тысяч рублей уже. Ну и аппараты европейского качества, они там за 250 тысяч рублей. Я сторонник европейского оборудования, но когда денег нету и есть задача сварить алюминий полуавтоматом, то можно смело покупать и китайское оборудование. Сейчас на рынке у нас очень много различных брендов китайских, которые поддерживают достаточно хорошее качество, технологии, надежность, которые можно также покупать, не бояться и сваривать алюминий спокойно.
В принципе, наверное, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. В этом видео я пытался рассказать про сварку алюминия, все мифы, всю технологию про алюминий, про саму сварку и про оборудование. Если вам было интересно, поставьте лайк. Да и все, наверное. Всего доброго, до свидания.